Всем привет! И сегодня у нас на обзоре гармонайзер от компании TC Electronic Quintessence. Управление у этого гармонайзера максимально простое. Здесь 4 ручки. Первая отвечает за выбор тональности. Соответственно, если вам нужно до, ре, ми или так далее, у меня, например, сейчас выбрана нота соль, вы настраиваете это. Если вам нужно, например, соль диез, переключаем свич на диез, и теперь у нас тональность соль диез, а не соль. После этого выбор звукоряда. Соответственно, здесь изначально установлены все стандартные 7 звукорядов натурального мажора, то есть иолийский, дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, иолийский и лакрийский здесь обозначены словом custom. Но, соответственно, вместо этого custom с помощью волшебного тон-принта и управления через компьютер у этой педали, я бы даже сказал, процессора, можно настроить любые ваши всякие там гаммы римского-корского, целотоновый, мелодический минор, гармонический мажор, что сами захотите, можно настроить на custom. После этого внизу есть еще 2 ручки. Первая — это Mix Dry Wet, соответственно, полностью влево только гитара без. В данном случае у меня установлена кварта вниз в тональности соль дорийском. То есть Dry — это только сухой звук, только оригинальный звук гитары. Полностью Wet — это только ноты на кварту ниже. Посередине полный баланс. Ну и последняя ручка — это выбор того, какой интервал строит данный гармонайзер. И здесь вариантов множество. Первый вариант — это секста вниз. Кварту вниз мы уже послушали, после этого идет терция вниз. Терция вверх. Квинта вверх. Давайте для разнообразия, например, попробуем включить какую-нибудь тональность ми лидийскую и продолжим. После этого идет секста вверх. И дальше начинается гармонизация с помощью 2 нот сразу. Отдельно хочется сказать, это полифонический гармонайзер. Он может гармонизировать не только одну какую-то ноту, которую вы играете, но и целые аккорды сразу, зачем бы вам это не понадобилось. В данном случае вы слышите, что из ноты получается сразу целое трезвучие. После этого мы переходим в последний стандартный режим, и это терция плюс секста, и для этого выберем, например, ля натуральный минор. Почему бы и нет? Вот такая вот интересная штука. После этого идут тон-принты, мы про них еще поговорим попозже, но еще очень немаловажная деталь. Что здесь есть? Здесь есть переключатель Latch Momentary и, немаловажно, здесь есть кнопка Mesh. Что такое кнопка Mesh?
Это разработка компании TC Electronic. Можно сказать, что это такая встроенная педаль экспрессии в обычную педаль, в обычную кнопку. Соответственно, она чувствительна к силе нажатия, и если надавить на нее чуть-чуть сильнее, можно увидеть, как загорается с оттеночком желтого индикация Mesh, и это как-то будет влиять на то, что у нас происходит. В данном случае, по стандарту, эта кнопка настроена на то, чтобы повышать ноту, которую, соответственно, гармонайзер играет, до следующей ступени звукоряда. Например, если я сыграю в натуральном миноре ноту ля, и у меня стоит терция вверх, то гармонайзер автоматически мне гармонизирует ноту ля и достраивает ноту до. Если я удержу и зажму при этом кнопку Mesh, то нота до поднимется до ноты ре и сыграет чистую кварту. И это, по-моему, довольно прикольно, и это работает на всех остальных режимах. Точно так же, например, выберем кварту вниз и сыграем ноту. В данном случае наша педаль кварту ми перестроит в терцию вниз фа. По-моему, довольно прикольно. Это открывает такие почти что pedal-steel возможности. Там, если вы знаете, тоже педальками и рычажками можно менять высоту разных нот. Ну или там, не знаю, похоже на бибендер на гитаре. Довольно интересное звучание. Кроме того, есть выбор Latch и Momentary. Что это значит? По стандарту мы выбрали Latch. Это значит, что педаль включена и выключена. Здесь True Bypass Switch. Я, соответственно, нажатием кнопки ее включаю, нажатием кнопки выключаю и так далее. Momentary — это значит, что педаль автоматически выключена, и вы играете просто пассаж, и в какой-то момент, если вы хотите, чтобы гармонизовать одну ноту или какую-то просто фразу, вы зажимаете, и именно в этот момент будет гармонизация. Очень удобно, можно подчеркивать какие-то отдельные нотки, по-моему, это довольно классно. А теперь давайте посмотрим, что делает Tone Print с этой педалью. Tone Print — это такая технология TC Electronics, которая может позволить вам загрузить какие-то иные настройки, кроме тех, которые вы можете добиться, используя саму педаль, внутрь педали с помощью мобильного телефона или компьютера. Для мобильного телефона есть прикольное приложение, сейчас через минутку мы к ней перейдем, чтобы можно было через звукосниматель загрузить настройки в Quintessence. Ну или в любую другую педаль TC Electronic, они сейчас практически все ее поддерживают. Какие здесь есть другие возможности, нестандартные, которые нельзя накрутить сверху? Например, можно сделать задержку, то есть дилей для каждой ноты, для каждой гармонизирующейся ноты. Например, послушайте вот такой режим. Согласитесь, довольно прикольно звучит. Или вот, например, еще какой-нибудь вот такой. Здесь встроенный Tone Print, который я еще не трогал. Довольно интересно. Ну а теперь давайте возьмем телефон и посмотрим, что здесь можно загрузить внешнего. Итак, вот мы открыли программку Tone Print для мобильного телефона. Здесь нужно в библиотеке найти педаль, которая вам интересна, нам интересна в данном случае Quintessence. И здесь будет множество разных настроек, которые для нас заранее подготовили известные музыканты или музыкальные блогеры. Например, вот тут есть Bumblefoot. Это, даже довольно известный гитарист. И он подготовил свой вариант настройки. Здесь написано, что это квинта вниз и октава вниз. И нужно загрузить настройки в нашу педаль. Что для этого нужно сделать? Нужно включить гитару и поднести динамик мобильного телефона к звукоснимателю. И поехали. Вот такие странные звуки тут произошли. Соответственно, давайте послушаем, что получилось.
Слышно, что это октава плюс квинта вниз. Причем здесь довольно интересная штука, что если нажать ту самую кнопочку Mesh, то эти интервалы развернутся и наоборот будут на октаву вверх. Что довольно прикольно, и, соответственно, эта педалька при определенных настройках может вам даже вамми заменить, что, ну, естественно, довольно интересно. Куча настроек есть. Можно подключить к тон-принту для компьютера и самому детально продумать и настроить какой-то свой сумасшедший звук, в котором будет и октавер, и дилей на повтор, и там, может, какой-то хорус, тремоло. Как обычно, TC Electronic дают целую палитру возможных звучаний. Остается только баловаться и развлекаться. По входам-выходам у педали все просто. Стерео-вход, стерео-выход, для того, чтобы ваше звучание было максимально широким. Нет, на самом деле, если вы хотите перед педалью гармонайзера воткнуть какой-нибудь стереоэффект или, например, использовать его с клавишными инструментами. Ну и, соответственно, стерео-выход позволит встроенным хорусом и так далее, всему того, что вы накрутите на тон-принте, звучать максимально широко. Питается это все от 9-вольтового стандартного адаптера, впрочем, ничего необычного. Довольно маленькая педалька, по-моему, довольно интересная, довольно классная и позволяет развиться фантазией, позволяет придумать какие угодно соло. Что вы думаете по поводу таких гармонайзеров? Мне кажется, они стали гораздо умнее и гораздо лучше ловить ноты по сравнению с тем, как это было раньше, буквально лет 15 назад. Оставляйте свои комментарии внизу по этому поводу. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки. Да вы и сами все знаете. До новых встреч! Кварта вот будет достроена до... получается, до следующего... до терции вниз. Давай еще раз этот момент. Чего? По входам, выводам...